мост через Дунай. Перед нами граница Болгария-Румыния. Вот когда в Румынию еду, друзья, вот такой кайф, когда проезжаю через этот мост. Вот так красиво смотреть по сторонам. Огромный-огромный Дунай. Просто сказка, замечательно. Сейчас пройдем границу и поедем в Бухарест. Вот здесь на мосту могут обгонять даже по сплошной. Ну, конечно, это нарушение правил, но обгоняют. Иногда мост бывает забит, сейчас вроде как проходим спокойно его. Иногда, если с правой стороны будут стоять тиры, дальнобойщики, то и тут приходится, да, иногда можно здесь сделать по сплошной обгон, но это очень опасно, рискованно и не рекомендуется. Но люди так делают. Так, мост проехали. Сейчас через полкилометра будет граница, паспортный контроль. И с той, и с другой стороны. Не знаю, посмотрит ли багажник. Иногда смотрят, иногда нет. Сейчас поглядим, какая там будет очередь. Передо мной 4 машины. Ну, в принципе, думаю, за 10 минут, там, за 8 минут все пройдем. Даже если медленно будут пропускать, практически нет очереди. Вот так пересекаем границу между Болгарией и Румынией. Оплата за мост 6 болгарских лев. И сейчас надо купить винетку для Румынии. Она стоит 15 или 16 румынских лей. Это на 0,4. Это тоже 6 лев. 6 лева. Винетка на неделю, дается на 7 дней. Сразу после границы будет такой киоск. Деньги менять здесь очень и очень невыгодно, не рекомендую. Если меняете, то меняйте в Бухаресте, в городе. Если забыли проехать здесь, не купили винетку, сразу же будет бензоколонка. Обязательно купите румынскую винетку, потому что без нее можете получить реально штраф. Иногда на въезде в Болгарию из Румынии румынская проверка спрашивает чек по винетке. Не всегда, но чаще спрашивают, чем нет. Имейте это в виду тоже. До Бухареста переехал границу, купил винетку. Как и сказал, 15 румынских лей. Румынские леи еще называются, как их называют, роны. Ну и сейчас такая спокойная дорога, частично трасса, а потом уже город. Друзья, сегодня у нас юбилей. Сегодня ровно год, как мы живем постоянно в Болгарии. В прошлом году, 11 июля, мы приехали в Габрово, переночевали в гостинице и на следующий день поехали в наш дом, в котором ничего не было, кроме кровати. Уже были постелены полы, да, были постелены полы, была полностью подключена система термопомпы. Мы так и рассчитали, что мы должны въехать в дом, чтобы там можно было пока что спать на кровати, которую привезли без нас, и полы положили тоже без нас. Так что реально юбилей, ребята. Прошел год. Если подводить итоги, то мы, конечно, все-таки очень много за год сделали. Мы выполнили все планы. А планов было очень много, друзья.
Очень много было незавершенного. В первых видео вы можете посмотреть, как выглядел наш дом, как выглядел наш участок с самого начала. В планах было полностью все расчистить. Прошел год, у нас все расчищено. В доме сделан полный ремонт, как мы и хотели. Конечно, пару первых месяцев прожили. Какой пару? Мы 3 месяца прожили без кухни, варили на газу, на газовой плитке. Романтика, все прекрасно, все хорошо. Поэтому можно сказать, подведя итоги года, летнюю кухню поставили, огород у Светочки есть, курицы у Светочки есть, как она и хотела, 2 кошки, собака-лабрадор. В общем, все, о чем, в общем-то, мы мечтали, к чему стремились, мы за этот год сделали. Мы довольны полностью. Мы пережили зиму болгарскую. Зима была не очень холодной. Думали, что будет тяжелее. На самом деле нет, ребята, все в порядке. И вот после года можно уже много чего сказать и рассказать, но в принципе вы видите все видео, которые вы смотрите ежедневно, я их для вас делаю. Какое очень большое преимущество радости в нашем переезде, то, чего мы не всегда, не совсем могли себе позволить в стране проживания Израиль. Это, ребята, свобода здесь полная. В Израиле тоже свобода передвижения, только единственное, чтобы из Израиля куда-то полететь, нужно лететь на самолете, потому что, естественно, в Сирию и вражеские страны мы ехать не можем. Можно технически ехать в Египет. С Египтом у нас прекрасные отношения, если это можно назвать так. Но как-то что-то не камильфо было ехать на своей машине в Египет. А здесь, ребята, сел на машину, через 2 часа, нет, не через 2, через 200 километров я в Румынии, через 130 километров я в Румынии, когда прошел Русе. А еще 60 километров это у нас Бухарест. Можно сесть рулить дальше, можно в Молдову, в Украину, куда хотите. Поэтому здесь мы за этот год, можно сказать, за границей были столько раз, сколько не были, наверное, за всю жизнь проживания в Израиле. Несметное количество раз Турция, куча раз Румыния. Ездили на машину в Венгрии, в Будапешт, через Румынию проезжали, возвращались через Сербию. Поэтому все планы, все мечты были исполнены. Это очень и очень радует. Сейчас у нас планируется, это скорее всего на осень, у нас планируется в день рождения моей дорогой супруги поехать в Грецию на море, но это, наверное, будет сентябрь. Извините. В октябре или в ноябре у нас вообще далеко идущие планы. Мы, скорее всего, хотим поехать в Западную Германию, Мюнхен. Очень интересно посмотреть. И также я очень хочу поехать в Гамбург. Там в Гамбурге есть музей железных дорог, который, это тоже моя мечта, его посетить. Так что, ребята, Болгария за год порадовала. Конечно, были какие-то мелкие неприятности, неудобства. Но, ребята, а как вы хотите? Вы приезжаете не в отпуск, не на 3 дня, не на неделю, а жить в другую абсолютно страну, с другой культурой, с другой ментальностью, с другими людьми. И можно сказать, что да, другим языком. Но все-таки, чем Болгария еще очень привлекательна, тем, что здесь кириллица. Практически все вас будут понимать, даже если вы не говорите на английском, а говорите только на русском, всегда вы найдете, всегда вас поймут, но язык, конечно, нужно учить обязательно. Я очень достаточно продвинулся в изучении болгарского языка. Единственное, что моя проблема, это ударение.
Но здесь я до конца еще не все понимаю, потому что учу сам, смотрю телевизор на болгарском языке, смотрю новости на болгарском языке. Естественно, стараюсь разговаривать с болгарами по-болгарски, а не по-русски, потому что все-таки в стране, в которой ты живешь, нужно говорить на их языке, нужно учить его. Это моя четкая установка для себя. Тем самым вы уважаете вашу страну. Это уважение. Поэтому постоянно учу, переспрашиваю, ошибаюсь, делаю неправильное ударение, но все идет вперед. Думаю, через несколько лет буду уже хорошо говорить по-болгарски. В Бухаресте, ребята, кстати, в Бухаресте движение это какой-то кошмар. Это очень тяжело, и там я камеру включить не смогу, потому что еду сугубо по навигатору, чтобы не пропускать нужные места. Вот. Теперь, когда вы едете на Бухарест после границы, там через какое-то определенное количество километров будут такие, деревни, наверное, где есть по дороге маленькие магазинчики, можно купить воду, сигареты, покушать, перекусить, сэндвич. Поэтому платить можно карточкой, но не везде. Удобно. А в Бухаресте жесть. Движуха жесть. Там вообще, вот скажу честно, кто не очень справляется с рулем, будьте внимательны, обязательно навигатор. Потому что есть места, где 4 полосы, где надо с одной полосы перейти в противоположную, другую. Плюс трамваи, трамвайные пути, трамвайные остановки. Готовьтесь к такому эмоциональному движению. Чем-то движение в Бухаресте похоже на движение в Тель-Авиве. Просто нужно за рулем в городе нужно иметь некую водительскую наглость. Не наглость, как хамить или грубить, а просто ехать вперед и все, так скажем. Сегодня, скорее всего, я вечером поздно вернусь обратно в Скалска. Сегодня планируется посетить в Бухаресте очень большой китайский рынок Драгон Руж. Я тоже сделаю про него видео. Я думаю, что многим будет интересно. Это самый большой рынок в Европе. Сюда приезжают со всех стран, сюда ездят и из Болгарии, из Молдовы даже ездят. Будет интересно, я там был один раз, коротко. Сейчас с другом заедем туда и посмотрим, что там интересного. А так, хубав день, с юбилеем нас. Шея לכם יום נעים, חברים שלי. And have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.